В его глубинах находится бездна, таинственное место, способное напугать даже самых храбрых. К морю следует относиться с уважением, как и ко всему, что с ним связано, поскольку кладбища и затонувшие города, на которые оно претендует, это его способ показать нам, что оно управляет судьбами мира. Сегодня мы познакомимся с местами, которые хранят эти истории. В 450 году до нашей эры, в период расцвета греческой торговли, купец из Коринфа решил познакомить своих покупателей с другой культурой. В течение нескольких месяцев он готовил корабль для процветающего рынка Милета в Малой Азии, развивающегося торгового центра, привлекавшего торговцев со всего мира. Его целью было доставить на корабль оливковое масло, вино и керамику тонкой работы, товары, которые стали бы чем-то новым. Он тщательно выбрал стратегический маршрут, который дал бы ему преимущество, пересекая Эгейское море по древнему морскому пути, соединявшему Коринфский залив с процветающими греческими колониями на востоке, проходя через архипелаг Форни, группу островков и скалистых утесов с коварными водами. С небольшой командой он отправился в плавание по этому бескрайнему морю, не подозревая о его опасностях. Поначалу путешествие шло гладко. Корабль легко скользил по Эгейскому морю. Его паруса раздувал легкий ветерок. По крайней мере, так казалось, пока море не поднялось в вихре колоссальных волн. Команда отчаянно боролась, чтобы удержать корабль под контролем. Но шторм разорвал паруса и сделал руль бесполезным. Оглушительный грохот падающих камней эхом разносился по шторму, а затем разразилась катастрофа. Корабль потерял управление и врезался в зазубренную скалу, уходя на глубину. Брошенный в бушующие воды, торговец испытал мимолетный момент жуткого спокойствия, всего лишь краткий миг, когда он увидел что-то под волнами, огромное количество затонувших кораблей. И в этот момент он понял, что это будет последнее, что он увидит в своей жизни. Это лишь одна из многих историй, которые можно найти в этом море. Это место известно как подводное кладбище Форни, где сосредоточено одно из самых больших в мире мест кораблекрушений. Он расположен на небольшом архипелаге в восточной части Эгейского моря, состоящем из более чем 20 островов, многие из которых необитаемы. Форни когда-то был стратегическим пунктом морской торговли в Средиземноморье. Однако из-за скалистых берегов, сильных ветров и непредсказуемых течений на протяжении веков тонуло бесчисленное количество кораблей. Кораблекрушения, разбросанные по этому району, охватывают почти 3000 лет, начиная с Древней Греции и заканчивая Византийской эпохой, включая несколько более поздних кораблекрушений. Да, даже современные, несмотря на трагедию, эти затонувшие корабли внесли значительный вклад в историю. В этом видео мы рассмотрим многие трагические места, но те, которые служили важными объектами для археологических исследований. Эти открытия помогают нам понять развитие торговли и мореплавания с течением времени. В конце концов, если мы смогли рассказать гипотетическую историю купца, то только потому, что есть записи, датируемые 400 годом до нашей эры,
которые подтверждают существование таких кораблей. Это был один из торговых путей, соединявших Грецию с Египтом, Левантом, Италией и Северная Африка. Даже сегодня здесь можно найти остатки амфор, кувшинов, терракотовых светильников и других артефактов, которые помогают датировать и проследить происхождение этих затонувших кораблей. Историческая и археологическая ценность Форни огромна. Огромное количество затонувших кораблей подтверждает, что это был важный морской коридор в Средиземноморье, по которому когда-то цивилизации обменивались товарами и знаниями. И сегодня технический прогресс позволил нам определить, как долго эти обломки находились там и к какому периоду они относятся. Кто бы мог подумать, что такое место, как кладбище, поможет нам узнать больше об истории и былых рынках сбыта. Но, хотите верьте, хотите нет, это не единственное увлекательное открытие в Эгейском море. Средиземное море, которое когда-то соединяло несколько островов и было известно как важный торговый путь, также хранит в себе несколько интригующих тайн. Одна из них — великий город Кай, связанный с легендарным Каином, затерянный город, который остается одной из величайших загадок этого огромного и завораживающего моря. Кай находился недалеко от побережья Турции, вернее, так оно и было. Но как его обнаружили? Ответ на удивление прост. Это даже не было частью непосредственного исследования. Команда археологов и геофизиков из Келлинского университета, Германия, наткнулась на это открытие во время проведения не связанного с этим исследования. Они установили, что столетия назад Кай был независимым островом. Однако из-за накопления отложений с течением времени он в конечном итоге слился с материком. Проще говоря, это открытие стало четким доказательством того, что в какой-то момент истории этот район был не только населен, но и играл важную роль в торговле и, возможно, даже в древних войнах. Например, Кане был скромным поселением, но славился своим портом большой вместимости. Стратегически расположенный на морском пути между Черным морем и южным побережьем Турции, он был спроектирован для защиты судов от суровых погодных условий. Таким образом, он стал местом встречи торговцев и моряков, путешествующих по Эгейскому морю, что сделало его оживленным и безопасным районом. Эта безопасность была усилена его стенами и портовыми сооружениями, которые были найдены на месте раскопок и подтверждают одно — система обороны здесь была далеко не случайной. Скорее всего, это был осознанный ответ на необходимость защитить важный коммерческий центр в неспокойном регионе. Но это не помешало амбициозным личностям попытаться получить контроль над этим стратегическим местом. Контроль над этим местом означал контроль над всей торговлей в этом районе, что неизбежно приводило к многочисленным конфликтам и военным захватам. Но одно событие стоит особняком — Великое морское сражение 46 года до нашей эры между силами Афин и Спарты. Это сражение было настолько значительным, что потрясло весь Эгейский бассейн, однако долгое время о нем было мало конкретных свидетельств. Об этой битве известно в основном из письменных источников, которые обсуждаются учеными, и лишь несколько остатков оборонительных сооружений позволяют предположить, что такое противостояние имело место в этом регионе. На самом деле, были даже сомнения в существовании этого порта и самого района. Чтобы подтвердить эти утверждения,
Одних археологических находок было недостаточно. Требовалось больше информации. Геологи и археологи решили провести подземное бурение и проанализировать геологические образцы. Их находки подтвердили существование естественного моста, образовавшегося в результате накопления донных отложений. Обнаружение архитектурных памятников, стеновых конструкций и следов древней гавани — все эти свидетельства помогли с поразительной точностью реконструировать торговую и военную инфраструктуру того времени. Каждая деталь в Каи впечатляет. Это небольшой пример того, каким был древний мир и тех аспектов, которые наиболее характерны для него. И в этом анклаве когда-то существовала цивилизация, находящаяся в постоянном движении. Это делает его местом для изучения взаимосвязей между торговлей и военными действиями, которые сформировали культуру, и даже сегодня исследования продолжаются, и ожидается, что новые результаты позволят лучше изучить те вещи, которые еще не поняты об этой системе торговых сетей и ее влиянии на ведение войны. Давайте совершим гигантский скачок в будущее. Культура. На протяжении всей истории мы были свидетелями захватывающих морских событий. В этом видео мы уже рассказывали о некоторых из них, от подводных кладбищ до морских сражений. Но то, что мы имеем здесь, сочетает в себе и то, и другое, или, скорее, представляет собой тайну, связанную с одним конкретным кораблем. Мы говорим о ханукальном странстве, некогда большом торговом судне, которое затонуло в Балтийском море в 1068 году по причинам, которые до сих пор неясны. Он унес с собой не только жизни своих пассажиров и членов экипажа, но и бесценное сокровище, которое по сей день остается затерянным в морских глубинах. По крайней мере, мы так считаем. 20 ноября того года. Ханукальный Рим отплыл из Любека, одного из главных ганзейских городов. Лига, направляющаяся в Таллин, Эстония. Этому большому торговому кораблю было поручено перевозить ценные товары по всей обширной ганзейской торговой сети, которая доминировала в Северной Европе в средние века. Возможно, именно поэтому его исчезновение стало таким громким событием, но не только сама по себе потеря сделала его таким печально известным. Это было то, что перевозил корабль. Его груз был жизненно важен для экономики того времени, включая мед, текстиль и, самое главное, 10 тысяч золотых флоринов. Это было огромное состояние, которое можно было потерять в море на какое-то время, и, конечно же, оно представляло собой привлекательную мишень для определенных глаз. В перспективе такое количество золота сегодня стоило бы около 50 миллионов евро, что является совершенно ошеломляющей суммой. Это означало, что маршрут судна должен был быть тщательно спланирован по соображениям безопасности, чтобы обеспечить беспрепятственный проход через Балтийское море. Но в те времена не было радарных систем или метеорологических прогнозов. Пыль. Таким образом, остается открытым вопрос, что стало причиной крушения? Пираты? Каперы? Вражеские моряки? Никто из людей не был ответственен за гибель корабля. Сильный шторм, неожиданный из-за отсутствия знаний о метеорологии, обрушился с разрушительной силой. Не в силах противостоять ярости природы, ханукальный путь стал жертвой волн и быстро затонул, унеся с собой 200 пассажиров и членов экипажа, а также сокровища, которые могли оказать существенное влияние на экономику того времени.
Но почему этот корабль был так важен? Ответ кроется в его историческом контексте. В XV веке Ганзейский союз был могущественным союзом торговых городов, который доминировал в морской торговле Северной Европы. Они контролировали ключевые маршруты, связывающие Скандинавию, Германию, Нидерланды и Балтийское море с Россией и за ее пределами. Ханукальный Рим был важной частью этой торговой сети, но через него перевозились не только материальные товары, но и значительная часть финансового состояния Лиги. Его потеря стала катастрофическим ударом для этих городов, потрясшим их экономику в беспрецедентной степени. И по прошествии столетий это событие так и не было забыто, став легендой и послужив толчком к поиску местонахождения этого торгового судна, но, что более важно, к поиску его сокровищ. Начались длительные и масштабные поиски того, что от него осталось, но в течение многих лет эти усилия заканчивались неудачей. Даже при современных достижениях в этой области были обнаружены места кораблекрушений, но никогда конкретно Ханука-Роум. Изменчивые океанские течения и постоянно меняющаяся география морского дна затрудняют точное определение его местонахождения. Однако некоторые сообщения предполагают, что обломки корабля, найденные недалеко от Райсбурга, Финляндия, могут соответствовать историческим описаниям празднования Хануки в Риме. Но поскольку официального подтверждения этому нет, тайна этого корабля остается огромной загадкой. Павлопетри, затерянный город на дне моря, под голубой пеленой Средиземного моря, у побережья Лаконии на Пелопоннесе, находится поистине уникальное место, относящееся к далекому прошлому. Это Павлопетри, старейший затопленный город в мире, история которого насчитывает более 5000 лет. Он представляет собой замечательное археологическое открытие, поражающее экспертов просто тем, насколько хорошо он сохранился. Но помимо своей удивительной сохранности, Павлопетри был невероятно развитой цивилизацией, достигшей середины технологического развития. Представьте, что вы погружаетесь в его кристально чистые воды и видите всего в нескольких футах под поверхностью это огромное сооружение, 15 строений, которые когда-то служили жилыми домами, торговыми центрами и местами отправления культа. Место, созданное с точностью до миллиметра, и чем глубже исследователи погружались в него, тем больше они поражались его изысканной городской планировке. Планировка города, от четко очерченных улиц до открытых дворов, наводит на мысль о сложной и организованной социальной структуре. Чем больше мы изучали это место, тем удивительнее оно становилось. Просто взглянув на сцену из прошлого, на разрушенный ландшафт, можно было многое узнать. И несмотря на свои ограничения, он обладал невероятно современными системами, некоторые из которых до сих пор используются в наших городах. И хотя картин или художественных реликвий найдено не было, мы получили представление об их культуре с помощью того, чего никто и представить себе не мог. Гробницы, высеченные в скале, где они хоронили своих близких. Эти гробницы позволили получить важнейшее представление об их культуре, торговле, технике, ритуалах и многое другое о людях, которые когда-то жили здесь. Но была одна вещь, которую ни искусство, ни культура не могли объяснить. Как этот город оказался на дне моря? Неужели его поглотило ужасное землетрясение?
Если так, то почему здания не были разрушены? Действительно ли уровень моря просто повысился? И если да, то почему он так сильно повысился? Некоторые эксперты полагают, что это было сочетание того и другого, но точная причина остается неизвестной. Существуют только теории, простые объяснения, которые не дают полного ответа. Что, несомненно, так это то, что это был город с богатой культурой и развитым обществом, настолько развитым, что даже их могилы были сделаны на заказ для каждого человека. Однако за прошедшие годы исследователи смогли реконструировать город в мельчайших деталях и лучше понять, как он функционирует. Вооружившись технологиями визуализации и сканирования, они исследовали затопленные улицы и реконструировали, даже если это загадка древнего образа жизни. Каждое открытие, от архитектурных памятников до небольших предметов интерьера и повседневных инструментов, вносит свой вклад в наши знания. Но один вопрос все еще висит в воздухе. Мог ли это быть легендарный город Атлантида, так часто описываемый в древности? Дайте нам знать, что вы думаете в комментариях. Не забудьте подписаться и поставить лайк.